Вчера Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в честь Дня Победы. Министр иностранных дел Украины в ответ предложил прекратить стрелять прямо сейчас, не дожидаясь следующей недели, и хотя бы на 30 дней для начала. А потом продлить режим прекращения огня. Переговоры тоже вовсю обсуждаются и остаются для многих из нас самой важной частью повестки. Мы пытаемся разбираться, какие условия сторон можно считать выполнимыми и реально ли в таких условиях договориться. Сегодня мы подойдем к этому вопросу с другой стороны. Не рассматривая отдельные точки зрения, попробуем разобрать текущий процесс как кейс на семинаре в университете для будущих дипломатов. Есть у них такие курсы: кризисная дипломатия, мирные процессы, урегулирование конфликтов и все такое. На этих курсах студенты, причем в любом подобном вузе мира, что в МГИМО, что в СИНСПО, что в Гарварде, в любой стране, учатся, как заключать договор, который не сорвется через день, не останется только на бумаге, а будет реализован в жизнь. Ну вот и мы сегодня немного в этой кухне разберемся и поймем, что в потоке дипломатических новостей шелуха, а что имеет значение и зачем стоит следить. Начнем не с ледникового периода, как в прошлый раз, но почти. 7 мая 1945 года во французском Реймсе был подписан акт о капитуляции Германии. На следующий день акт снова подписали по требованию Сталина в пригороде Берлина. Используем этот акт в качестве примера, но не потому, что в нашей ситуации есть какое-то сходство или параллели. Никаких сходств нет. Как минимум потому, что у нас ни явных победителей, ни тотально проигравшей страны не наблюдается и не предвидится. Просто это классический пример качественно сделанного дипломатического документа. Документ этот всего на 2 страницах, и понятно почему. Писать там было в сущности нечего. Война закончена, Германия сдается, Гитлер капут. Но даже в этом коротком документе названы важные для победителей условия. Кому и когда сдается Германия, кому перейдет командование сдавшимися немецкими войсками, какие обязательства берет на себя побежденная армия, она не должна уничтожать суда, самолеты и другое оружие, и если кто-то окажет сопротивление, победители могут принимать любые меры. Что тут было сделано правильно с точки зрения теории? Во-первых, к подписанию привлекли всех участников, союзников, советское и германское командование. Во-вторых, прописали конкретные условия и процедуры. В-третьих, предусмотрели гарантии на случай того, если что-то пойдет не так. То есть в дипломатии работают не какие-то там заумные суперсекретные правила. Нет в ней ни черной магии, ни квантовой физики. Соберите всех причастных, обсудите приемлемые компромиссы, пропишите процедуры, зафиксируйте условия и обязательно решите насчет гарантий, чтобы, если кто-то нарушит соглашение, ждал последствий. У нынешних мирных переговоров есть несколько факторов риска в этом отношении. Во-первых, сложные интересы 4 вовлеченных сторон. Мы об этом уже говорили в ролике пару дней назад. США нужно побыстрее что-нибудь доподписать, неважно что. Европа опасается, что если что-нибудь подписать, то напасть могут уже на нее. России вообще никакой мир особенно не нужен, а нужно время потянуть. Ну и в Украине, конечно, тоже все непросто. Во-вторых, в группе переговорщиков, особенно со стороны России и США, важную роль играют Дмитриев и Уитков. Не дипломаты и не люди из Госдепа или МИДа. У них специфическое понимание задач. Они с энтузиазмом берутся за проект, к которому настоящие дипломаты не знают, с какой стороны подступиться. И Дмитриеву с Уитковым в самом деле удалось наладить контакт и навести мосты. Для Путина это вообще означало прорыв международной блокады. Новый выход к статусу партнера по переговорам самой влиятельной администрации в мире. В этом качестве Уитков и Дмитриев очень эффективны. Передают сигналы, ищут точки соприкосновения, ловят намеки и транслируют их дальше. А потом выходят в паблик, Уитков на телевидение, а Дмитриев в Твиттер. И давай излучать оптимизм. Если не могут излучать его относительно мирных переговоров, говорят о потенциале сотрудничества. Арктика, космос, редкоземельные металлы в России тоже. Но каждый раз, когда эти переговорщики-любители пообщаются и расширят друг другу горизонты, вскоре выясняется, что стороны договорились, но каждая о своем. Поняли друг друга не так, завышенные ожидания не учли, и по официальной линии начинаются разочарования результатами. И трудно понять, где ошибка. То ли Дмитриев не так понял Путина, то ли Уитков принял желаемое за действительное, а может вообще через Дмитриева просто пустили дезинформацию.
А рядом маячит официальный Лавров, которому вообще не нравится, что черти кто лезет на его территорию. Так что он и рад возможности развеять иллюзии и поставить любителей на место. Если вы думаете, что такая многофакторность делает наши переговоры чем-то особенным, то это не так. В международной дипломатии подобное встречается сплошь и рядом. То любители организуют процесс, то переговорщикам все равно, что там с миром, а главное вернуться домой и отчитаться об успехе, то вообще начинаются переговоры за спиной у важных сторон конфликта. Пройдемся по нескольким примерам, чтобы получше понять, как это все работает. 2011 год. В Северной Африке и на Ближнем Востоке арабская весна. В Сирии тоже начинается мирный демократический протест, который быстро подавил диктатор Башар Асад. Конфликт быстро эскалируется, перерастает в восстание и гражданскую войну. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиция, в основном племенные боевые отряды, курды и всякие террористы вроде Исламского государства и Аль-Каиды. И в эту топку подкидывают дровишек Иран, Россия, Турция, Израиль. Западные страны тоже в стороне не стоят, и у соседних нефтяных монархий, Саудовской Аравии и Катара, тоже есть свои протеже. У всех свои интересы и зоны влияния. Пока все там не разгорелось по-настоящему, ООН пыталась быстро разрулить конфликт. В Женеве 30 июня 2012 года была собрана группа действий, в которую вошли тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон, российский министр иностранных дел Лавров, представитель Китая, министр иностранных дел Великобритании и Кофи Аннан, который тогда был посланником ООН по вопросам мира в Сирии. Идея была в том, что нужно откатить ситуацию на уровень мирного демократического протеста, провести нормальные выборы и перестать воевать. При этом всю пеструю тусовку, которая была вовлечена в восстание и его подавление, приглашать не стали. С согласованием текста тоже получились проблемы. Россия не хотела, чтобы туда записывали что-то про обязательный уход Асада, а Клинтон, наоборот, хотела добиться хоть какого-то упоминания о переходе власти, чтобы в Вашингтоне отчитаться. Ну вот, мы отстояли позицию. Кофи Аннану, кажется, вообще достаточно было показать, что он вообще хоть в чем-то участвует и хоть что-то решает. В итоге все пошли на компромисс. Написали очень вежливо и обтекаемо, чтобы каждая страна могла интерпретировать документ как свою победу. Создать переходный управляющий орган в Сирии с полномочиями исполнительной власти. Повис главный вопрос: должен ли Асад уйти в отставку или может остаться? Но про это в соглашении не было вообще ничего. Фактически это были 7 страниц добрых пожеланий, и все. Через несколько часов после согласования США и Россия дали противоречивые пресс-конференции. Получилось, что договорились они о разном. Не было прописано ни санкций за невыполнение, ни контроля. Все держалось на доброй воле сторон. Сирийское правительство не участвовало в переговорах, а оппозиция вообще отказалась их признавать. Китай и Россия не собирались давить на Асада. США и Европа не хотели начинать полноценную интервенцию. Ну и все. Через год после подписания Женевского соглашения в Сирии вовсю бушевала полномасштабная война с химическим оружием, исламскими экстремистами и интервенциями разных сторон. С доброй волей как-то не задалось. Еще один пример – переговоры о мире, которые в 2020 году вели США и Талибан в попытке закончить войну, шедшую с 2001 года. Речь про тот самый Талибан, который сейчас устраивает казни побиваниями камней и запрещает девочкам ходить в школу. Но в 2020 году переговоры представлялись хорошей идеей. На носу у президента Трампа были выборы, и ему, очевидно, казалось, что хорошо бы успеть выполнить предвыборное обещание – начать вывод войск из Афганистана. Конечно, условиями вывода были мир и стабильность в регионе. Власть должна была достаться избранному афганскому правительству, которое по задумке должно было ее удержать. Но приглашать тогдашнее правительство Афганистана к участию в переговорах не стали. Еще и Трамп давил со сроками. В итоге текст вышел предельно размытый. Даже условия обеспечения прав человека или прав женщин включать не стали туда. Торг в основном шел за освобождение пленных талибов, а от талибов ожидалось прекращение огня. Правительству Афганистана пришлось напрямую контактировать с Талибаном, без поддержки Соединенных Штатов. По договору Америка обязалась в течение полугода снять санкции с членов движения Талибан, сократить контингент, а потом и вывести войска, отказаться от вмешательства во внутреннюю политику Афганистана, ну и вообще свалить оттуда нафиг. Талибы же обещали больше плохо себя не вести, не сотрудничать с другими террористическими организациями.
Уже в ходе переговоров талибы нарушали условия соглашения, устраивали обстрелы и теракты, а после подписания вообще все запреты были сняты. Тем не менее, США продолжали вывод войск по графику. В результате переговоров и заключенной сделки Талибан обеспечил себе легитимность как сторона международных отношений. США вывели своих солдат, и афганское правительство сразу же после этого рухнуло. Теперь ближе к нашим широтам. В 2014 году, после захвата России Крыма, началось вторжение российской армии, правда, неофициальное, на Донбасс. В августе Путину удалось провернуть масштабное наступление на юге Донецкой области. Украина потерпела серьезное поражение под Иловайском. В этот момент Украине очень понадобилось хоть какое-то соглашение, которое бы просто позволило бы прекратить огонь. Еще летом 2014 года была создана трехсторонняя контактная группа, в которую вошли второй президент Украины Кучма, посол России в Украине Зурабов и представительница ОБСЕ Хайди Талявини. Сепаратистов же представляли Захарченко и Плотницкий, которые тогда были главами ДНР и ЛНР. В сентябре эта группа подписала в Минске 2 документа – протокол и меморандум, каждый меньше 2 страниц. Это то, что сейчас называется Минск-1. Через полгода, в феврале 15-го, после еще одного тяжелого удара в районе Дебальцево, в Минске прошла встреча на более высоком уровне. 11 и 12 февраля там собрались главы 4 государств – Германии, Франции, России и Украины. Обсуждение условий нового соглашения длилось 17 часов, и в итоге был подготовлен документ на 4 страницах. Интересно, что подписывать его собравшиеся политики не стали. Это сделала все та же трехсторонняя контактная группа в прежнем составе. Что же было в этих самых документах? Самые размытые формулировки и нечеткие условия. Россия там ни разу не названа стороной конфликта. Ее роль вообще трудно определить, исходя из текста. То ли свидетель, то ли посредник. Говорится об амнистии для всех сепаратистов, и впоследствии поднимается вопрос, должны ли быть прощены вообще все преступления, включая тяжкие – убийства, пытки и похищения. Прописаны прекращение огня, вывод войск, восстановление контроля над российско-украинской границей, а также проведение выборов в мятежных районах Донбасса. Но непонятно, что сначала – выборы или контроль над границей? Это ведь большая разница. От нее буквально может зависеть, удержат ли сепаратисты власти или нет. Тем более, что без открытой границы и поддержки России могли и не удержать. Вся эта неопределенность не была неожиданностью. Ее подмечали и в ходе переговоров. Но сказались удар в Дебальцево, спешка и сама необходимость поскорее прекратить войну. Подписали как есть, с надеждой, что потом доработают договор напильником. В результате Минские соглашения отчасти работали только в тех пунктах, где говорилось о прекращении огня и отводе вооружений. Пленные, заложники, незаконно удерживаемые лица, помилование и амнистия, выборы и восстановление контроля над границей и прочие пункты так и остались на бумаге и были вечные претензии сторон друг к другу. Понятное дело, что все это было неспроста, у сторон там были интересы, но мы с вами сейчас разбираем, как выглядят ненадежные соглашения. Так вот, именно так. Коротенькие, неопределенные, без четкого плана и условий, как они будут выполняться и воплощаться в жизнь. И без санкций за срыв процесса. Теперь посмотрим, как выглядят успешные мирные соглашения, после которых начинается реальная работа и устанавливается мир на долгие годы, а в идеале и навсегда. В конце 60-х годов в Северной Ирландии, которая является частью Великобритании, обострился давний конфликт. Простыми словами, ирландцы-католики хотели воссоединиться со всей Ирландией, а протестанты хотели остаться частью Великобритании. Протестантов было больше, но постепенно расклад менялся, потому что у католиков были большие семьи. Сейчас во всех молодых группах, вплоть до 39 лет, большинство у католиков. Конфликт продлился 30 лет, был известен как смуты – «The Troubles», и сопровождался насилием, терактами и репрессиями. В конце концов, общество устало от этой распри. Не было ни довольных, ни победителей. Католики, протестанты, Ирландия, Британия – конфликт достал всех. Гражданские организации, политические партии, религиозные лидеры – все требовали мира. В конце 90-х начался процесс поиска компромиссов, который завершился в 1998 году соглашением Страстной Пятницы. Его подписали и представители ото всех сторон в Северной Ирландии, ирландцы-католики, юнионисты-протестанты,
и правительство Великобритании представители, и Республики Ирландии тоже. Ну, то есть все вовлеченные стороны. Это очень большой, очень продуманный и четко прописанный документ, который рассматривает множество нюансов, конкретные условия, процедуры и гарантии. Например, соглашение учло интересы обеих общин Северной Ирландии. До смуты территория управлялась парламентом, в котором доминировали протестанты, и католики считали неучет своего мнения дискриминацией. В 1972-м, на третьем году смуты, Лондон вообще отменил самоуправление в Северной Ирландии и назначил туда госсекретаря, что разозлило уже протестантов. Соглашение решило этот вопрос. В ассамблее, которая стала органом самоуправления, участвуют обе общины, и предусмотрены механизмы, чтобы ни одна не могла стать главной и подавить вторую. Урегулировано, как Северная Ирландия взаимодействует с Британией и Республикой Ирландии. Например, граждане Северной Ирландии имеют право выбирать гражданство Ирландии или Британии, а можно и оба. Прописана совместная работа некоторых министерств Ирландии и Северной Ирландии, сельского хозяйства, транспорта и здравоохранения. И, конечно, соглашение гарантировало поэтапное разоружение, за чем очень тщательно следили, и жизнь в стране стала безопаснее. Были предусмотрены механизмы контроля за соблюдением договоренностей между юнионистами и католиками. У Британии осталась возможность приостановить действие самоуправления, и такое даже пару раз случалось. Но в общем зачете прошло 27 лет, и соглашения Страстной Пятницы все еще соблюдаются. Вернемся к нашему семинару на курсе для студентов-международников. Что можно сказать о главном кейсе, который мы сегодня разбирали, об урегулировании войны в Украине? Если рассматривать условия, которые выложили на стол Украина, США и Россия, поводов для оптимизма у нас пока немного. Для Путина переговоры – это опция для движухи, Трампу просто нужна сделка, и неважно какая и что будет после нее. Ну, у Евросоюза вообще все сложно, об этом мы пару дней назад говорили. На днях Reuters опубликовала официальные позиции США и Украины по вопросам мирного урегулирования. Вчера подвезли апдейт. Россия тоже определилась. И Лавров с оговоркой, что позиция России хорошо известна, предъявил список условий. По ним Украина не вступает в НАТО, Россия получает международное признание захваченных территорий, начиная с Крыма и заканчивая Херсоном и Запорожьем. Плюс обозначена демилитаризация, скорее всего имеется в виду ограничение размера украинской армии. А еще денацификация, отмена санкций и возврат замороженных активов. И на десерт преодоление последствий правления неонацистского режима в Киеве. Это Лавров требует вернуть в Украине все как было. Русский язык и русскоязычные СМИ, русскую культуру, традиции, да еще и каноничное православие. Но даже такие переговоры не бесполезны. Путину надо поддерживать интерес Трампа к процессу. И вполне вероятно, из-за этого он уже второй раз объявляет перемирие. На этот раз на 3 дня, гораздо дольше, чем в прошлый. 3 дня, когда будет умирать меньше людей с обеих сторон, и стороны будут стоять друг напротив друга и видеть, что можно и не стрелять. Каждым таким перемирием очень правильно пользуется Украина, предлагая продлить режим прекращения огня на 30 дней или дольше. Вот и сегодня предложила прекратить стрелять прямо сейчас, не дожидаясь Дня Победы. Каждый раз, когда такое происходит, перед народами обеих стран возникает образ мира, в котором не стреляют. Те, кто привык к войне, немного приходят в себя. Сейчас не видно, как из дня сегодняшнего мы придем в реальность, где Россия тоже станет страной, которая хочет мира и готова идти на уступки, чтобы его достичь. Как минимум, пока в России президент Владимир Путин. Но однажды это обязательно случится. И тогда, в бессрочном режиме прекращения огня, мы будем следить, как стороны прописывают длинный и обстоятельный план с выводом войск, гарантиями, условиями сотрудничества. И как начинают его выполнять. До завтра.